Синди Сонг, также известная как Хён Чен Сонг, должна была окончить Государственный университет Пенсильвании всего через несколько месяцев. Она была очень старательной, переехала из Южной Кореи в Америку в 1995 году, когда ей было 15 лет, чтобы продолжать свое обучение. Она переехала в город Спрингфилд в штате Виргиния, где жила со своими дядей и тетей. Ей нравилась ее жизнь в Америке. Здесь она ощущала большую свободу, нежели в Корее. В 2001 году Синди был 21 год. Ее профилирующей дисциплиной было искусство, которое она изучала в Государственном колледже Государственного университета Пенсильвании. Она была очень симпатичной девушкой, ростом всего 1,50 м и весом 50 кг. В университете у нее были хорошие оценки, она всегда была очень ответственной. Следовательно, она не могла никуда сорваться и поехать посреди недели. Однако 31 октября 2001 года, в среду, было исключение. В тот день праздновался Хэллоуин. Сонг надела костюм зайчика, дополнила его кроличьими ушками, розовым топом и белой теннисной юбкой с самодельным кроличьим хвостиком. Поверх она надела красное пальто до колен и коричневые замшевые сапоги. И в этом наряде, несмотря на такой состав, не было ничего пошлого или сексуального. Она выглядела просто мило. Ей всегда нравилось выглядеть мило. После этого она с двумя подругами по имени Лиза и Стейси отправилась в клуб Players Night Club, местечко неподалеку от кампуса, очень популярное у студентов колледжа. В клубе проводилась вечеринка в честь празднования Хэллоуина. Поэтому там Сонг с подругами выпивала и танцевала до 2 часов ночи. Когда они вернулись к одной из подруг, то играли в видеоигры. А 2 часами позднее подруги подвезли Синди до дома. Подруги из машины посмотрели, как девушка подходит к своему многоквартирному дому, но они не видели, чтобы она заходила внутрь, после чего уехали. Это был последний раз, когда Синди Сонг видели живой. Будучи студенткой колледжа, у Сонг был напряженный график, включавший полную загрузку в колледже и частичную занятость на 2 работах в ресторанах. Поэтому для ее подруг было нормально, что они могли не видеться по несколько дней подряд, поскольку все учились, работали, посещали вечеринки и занимались другими делами. Кроме всего прочего, Сонг жила за пределами кампуса. После того, как она не появилась на одной из работ и до нее невозможно было дозвониться, подруги начали беспокоиться. На выходных, 4 ноября 2001 года, через 3 дня после того, как подруги подвозили ее до дома, они решили позвонить в полицию. 6 ноября полиция обыскала ее дом, но не обнаружила признаков борьбы или взлома. В ванной комнате полицейские нашли накладные ресницы, которые Синди надевала на Хэллоуин. Костюм зайца не был найден. Ее ключи и кошелек вместе с кредитными картами и водительскими правами пропали, однако мобильный телефон лежал в ее рюкзаке. Журнал звонков показывал, что ей не поступало никаких звонков с тех пор, как в 4 утра 1 ноября она пришла домой. Полицейские предположили, что Сонг сама вышла из дома и закрыла за собой дверь. Она могла зайти в соседний круглосуточный магазин и, не планируя надолго там задерживаться, полагая, что посреди ночи ей все равно никто не позвонит, оставила телефон дома. Это доказывало ее фатальную ошибку. Полиция проверила несколько возможных версий исчезновения Синди Сонг. После того, как был прочитан ее дневник, в котором она описывала свои эксперименты с экстази и марихуаной, следователи начали предполагать, что именно наркотики сыграли решающую роль в исчезновении девушки. Однако ее друзья подчеркнули, что в колледже их регулярно употребляют многие, поэтому следователи оставили версию, связанную с наркотиками. Сразу после этого фокус сместился на психическое состояние девушки. Ранее Сонг жила вместе со своим парнем. Они расстались за месяц до ее исчезновения, из-за чего она очень страдала. Члены ее семьи предположили, что из-за этого она могла покончить с собой или сбежать. Однако подруги отвергли это предположение, утверждая, что она начала курс терапии и прием лекарственных препаратов, которые помогли бы ей побороть ее душевные муки. Они также подчеркнули, что Сонг не была таким человеком, который мог просто куда-то отправиться и никому об этом не сообщить. Во всяком случае, у нее дома было найдено несколько улик, которые давали основания предполагать, что девушка никуда убегать не собиралась. Это были билет на концерт Бритни Спирс на следующей неделе,
а также квитанции на компьютер, который должен был быть доставлен в течение нескольких дней. Говорят, что она была в приподнятом настроении в ночь своего исчезновения. Хотя внешний вид и может быть обманчивым, и мысли о самоубийстве могут прийти в течение нескольких минут, все же были отвергнуты любые предположения о том, что она могла покончить с собой. Более вероятной была высказана версия, что она столкнулась с кем-то, кто не спал во время празднования Ночи мертвецов. Была ночь, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, с собой у нее не было средств связи, и кто-то воспользовался ее уязвимым состоянием. Вскоре появилась любопытная новость. Женщина-свидетель заявила, что несколько дней спустя видела девушку, похожую на Сонг, в китайском квартале Филадельфии, что на расстоянии около 320 километров от Пенсильвании. Девушка кричала и звала на помощь, потому что мужчина силой пытался затащить ее в машину. Когда эта женщина попыталась вмешаться, тот мужчина прогнал ее, предлагая ей не впутываться в чужие дела и заниматься своими. Само расстояние от Пенсильвании вызвало сомнение, что Сонг могла быть там. Кроме того, показания этой свидетельницы вскоре признали недействительными, когда она при допросе несколько раз меняла свою историю. Семья Синди, включая ее маму Бан Сун Сонг, прилетела из Сеула и вскоре испортила проведение расследования. Они хотели, чтобы их привлекли к расследованию. Ее мать заявила: «Моя семья – это моя жизнь, и не знать, что произошло с моей дочерью, это действительно ужасно». Семья была допущена в квартиру девушки, а ее члены могли уничтожить многие улики, поскольку произвели там уборку. После этого полиция обвинила семью в уничтожении улик. Семья Сонг быстро сформировала активную группу, состоящую из студентов Государственного университета Пенсильвании и членов различных общественных групп, которую они назвали «Коалиция для поиска Синди Сонг». 31 января, через 3 месяца после исчезновения Синди, коалиция провела пресс-конференцию, в ходе которой она очень сильно раскритиковала работу полицейского департамента поселка Фергюсон, что якобы полицейские не приложили достаточно усилий, чтобы раскрыть это дело. Члены коалиции сравнили проведение расследования дела Синди с расследованием по делу об исчезновении 13-летней белой девочки, которая пропала в день Нового года. Они отметили, что тогда к работе были привлечены 50 агентов ФБР, в то время как над делом Сонг работали отдельные следователи. Под давлением со стороны партии черных и Ассоциации студентов Кореи штата Пенсильвания следственная группа была увеличена еще на 6 полицейских. Сами родные Синди Сонг были исключены из числа подозреваемых. Вскоре после этого полиция прекратила поддерживать связь с семьей, а главный следователь по делу, детектив Брайан Спринкл, сообщил, что сделано это было для блага дела Синди, а не ее семьи, добавив: «Мы очень сильно ограничили их доступ». Он сообщил, что это дело стало самым серьезным в его карьере, объяснив: «Дети в университете пропадают постоянно. Они пропадают в воскресенье, но появляются на занятиях в понедельник утром». В его офисе лежали десятки папок с надписями «Синди Сонг». Одним из способов расследования дела полицией стала консультация с калифорнийской ясновидящей, после того, как к детективу обратилось Государственное общество паранормальных исследований штата Пенсильвания. «Она сообщила нам много информации, но ничего полезного на тот момент», — сообщил Спринкл, который все же верил, что ее видения могут помочь в будущем. Дело было освещено в одном из эпизодов передачи Unsolved Mysteries в 2002 году, чтобы вновь привлечь к нему интерес. А в 2003 году в деле произошел настоящий прорыв. Один из информаторов полиции по имени Пол Уикли заявил, что криминальный авторитет Хьюго Селенски убил Сонг при помощи своего друга-наркоторговца Майкла Кирковски. Пол утверждал, что эти двое видели Сонг, идущую в своем костюме, и приняли ее за проститутку. Селенски якобы всегда нравились азиатки. Они схватили ее и отвезли в дом Селенски, где она содержалась в неволе. В течение нескольких дней ее много раз изнасиловали, после чего оставили умирать. Полицейские покопались в доме Селенски и сделали ужасную находку. Они нашли обгоревшие останки минимум 5 человек. Таким образом, эта наводка помогла найти серийного убийцу и массовое захоронение. После этого двор Селенски был тщательно перекопан полицейскими, вследствие чего количество жертв его преступлений увеличилось до 12. Но среди всех этих останков не было тела Сонг.
Однако среди них лежали тела Майкла Кирковски и его подруги Тамми Фассет, про которых ранее говорили, что они находятся в бегах. Адвокаты Селенски опровергли обвинение в том, что их подзащитный причастен к исчезновению Синди Сонг, предоставив показания свидетелей, которые заявили, что в ту ночь он находился за многие сотни километров от предполагаемого места похищения. Его алиби было надежным. Но история Уикли быстро развалилась вот где. Он бегло заявил, что Селенски убил Кирковски и его подругу Тамми Фассет, потому что тот хранил у себя заячьи ушки Сонг в качестве трофея. И это сильно разозлило Селенски. Вскоре стало очевидно, что убийство произошло из-за денег. Кирковски хранил в своем доме $60 000. Позднее Уикли признался, что причастен к убийствам Кирковски и Фассет, и сообщил, что он получил награду за информацию о тайнике. Вскоре следователи переключили все свое внимание на информатора. Просмотр его компьютера показал, что он загрузил большое число статей о Синди Сонг, и полиция начала предполагать, что он мог изучать детали убийства девушки, чтобы предложить полиции ложные улики в обмен на сокращение срока его тюремного заключения. Тогда же возникла и более пугающая версия. А может, сам Уикли был настоящим убийцей, который собирал газетные вырезки в качестве сувениров, а информацию о массовом захоронении на территории дома Селенски он использовал, чтобы запутать следствие. Уикли отбывал пожизненное заключение и был приговорен к смертной казни. У него было много причин лгать об обстоятельствах исчезновения Сонг. Тем не менее, не имея каких-либо доказательств причастности Уикли к убийству Сонг, сложно делать какие-то выводы. Сам Селенски сказал, что принял Сонг в тот вечер за проститутку. Они с Кирковски схватили ее и удерживали в сейфе, где она и скончалась. А Кирковски он убил за то, что тот хранил кроличьи ушки Сонг в качестве трофея. В интернете ходят слухи, что Селенски признался во многих других убийствах, которых он не совершал. Такое случалось со многими убийцами в прошлом. Это делается для того, чтобы выиграть хоть какое-то время во время судебного разбирательства или заключить сделку со следствием. Например, серийный убийца Тед Банди перед казнью признался в совершении других преступлений. Чтобы раскрыть эти дела, полиции пришлось бы отложить казнь. Сегодня исполняется 18 лет с момента исчезновения Синди Сонг. Пол Уикли и Хьюго Селенски получили пожизненные сроки за другие убийства, и каждый из них так или иначе был связан и проходил подозреваемым по делу об исчезновении Синди. Якобы то, что ее видели в Филадельфии, давно не принимается во внимание, как и предположение, что она покончила с собой или сбежала. Интерес СМИ к этому делу уменьшился до нуля. Дело остается открытым, и по нему нет никаких новостей. Нет ничего. Ни тела, ни улик, ни свидетелей, ни подозреваемых. А тем временем 21 папка, в которых хранится информация о жизни Синди Сонг и ее трагическом исчезновении, лежит в офисе детектива Брайана Спринкла из поселка Фергюсон, медленно обрастая пылью.